в Тюмени творится что-то по-настоящему страшное. Ведь уже несколько лет средь белого дня без следа пропадают дети. Аня Анисимова, Любовь Симонова, Алена Имамова – все они вышли из дома и исчезли навсегда. Но самое страшное, что это не весь список детей. Привет, коты! Сегодня речь пойдет о таинственном тюменском маньяке, которого до сих пор никто не нашел. Этот ролик сделан целью напомнить о ужасе, который творился в Тюмени в определенные года, чтобы те люди, которые об этом слышат впервые, посмотрели это видео и были в курсе и вооружены данной информацией. Я прошу каждого из вас распространить это видео максимально сильно во всех соцсетях, делиться роликами со своими близкими, коллегами, друзьями. Это видео должно увидеть как много больше людей. Все началось в далеком 1997 году. Сначала при странных обстоятельствах пропадает мальчик Коля Иванов. Ему не было и 2 лет. Обстоятельства пропажи малыша неизвестны до сих пор. В материалах дела фотографии ребенка не сохранилось. Затем в мае того же года пропадает 17-летняя Любовь Симонова. Люба возвращалась из школы с последнего экзамена. Маршрут от школы до дома проходил через автомобильную дорогу в лесистой местности. Семья и милиция провели поиски, но найти девушку не смогли. И вот здесь начинается настоящий кошмар. Каждый год пропадает по одному ребенку. В 1998 год без вести пропадает 13-летняя Ирина Касьянова. В декабре 1999 года пропадает без вести 12-летняя Алена Имамова. Она пропала на автобусной остановке, когда возвращалась из школы. В феврале 2001 года домой со школы не вернулась 10-летняя Соня Телешева, но спустя 2 дня поисков ее тело было найдено с переломом шеи и признаками удушья. Насильственной смерти обнаружено не было. В 2002 году пропадает 14-летняя Анна Букрина. Утром девочка пошла на почту по просьбе мамы отправить письмо, а на обратном пути исчезла. Через 2 месяца, 24 апреля, труп обнаружил водитель грузовика между селом Луговое, где проживала Аня Букрина. Девочка была в спортивном костюме, без верхней одежды и обуви, закопанной в снегу. Согласно результатам экспертизы, школьницу долгое время не кормили, а скончалась она от асфиксии. Сначала ребенка душили руками, потом тросом. Следов изнасилования обнаружено не было. На девочке была обнаружена подвальная плесень, следовательно, девочку держали в подвале, а затем убили. Вероятно, преступник специально оставил тело на видном месте, чтобы его нашли. Затем наступает затишье, которое продлится 6 лет, а после, в 2008 году, снова пропадает без вести ребенок. 8-летний Эдди Калимбаев. Утром ушел в школу, домой он так и не вернулся. Последний раз мальчика видели вечером в школьном дворе. На занятия, спортивную секцию он не пришел. Ребенка искал весь город, но никаких следов обнаружить не удалось. В августе 2009 года 12-летняя Анастасия Ложкина днем пошла за хлебом, и больше ее никто не видел. Продавцы рассказали, что девочка была в магазине, а дальше пошла к машине светлого оттенка. У девочки с собой был мобильный телефон. Последнее местоположение указывало на село Рочино. Поиски в этом районе результатов не принесли. В октябре 2010 года 12-летняя Анна Анисимова пошла в школу и исчезла. Последний раз ребенка видели в центре города, недалеко от учебного заведения. Очевидцы утверждали, что с девочкой был мужчина крупного телосложения. Следователи даже составили фоторобот. Кто-то видел, как ребенок садился в зеленые «Жигули». И вот так в деле появляется первый фоторобот предполагаемого преступника, который составил сотрудник уголовного розыска Дмитрий Кирюхин. Возраст между 40 и 45 годами, ранее несудимый. Живет в Тюмени в многоквартирном доме, но есть дача, куда увозит своих жертв. Хобби – рыбалка. Женат, либо разведен. Скорее всего, имеет техническое образование, работает электриком, либо в правоохранительных органах. Хорошо знает основы сбора улик, имеет возможность следить за детьми, прекрасно знает Тюмень. Пользуется автомобилем отечественного производства. Однако после 12 октября 2010 года длительное время автомобилем не пользовался, мог его продать. В момент похищения Ани Анисимой мог использовать служебный автомобиль.
пользуется компьютерами и интернетом, поэтому легко может отслеживать информацию в ходе расследований. Выбирает детей от 8 до 14 лет и похищает их посреди дня, заманивая в свою машину не силой, а обманом, тщательно продумывает похищение, не оставляет улик и свидетелей. Когда я стал подбирать материал для этого ролика, я наткнулся на кое-какой новостной сайт, где было заявлено, что тюменский маньяк действовал не в одиночку, у него явно были сообщники. Такие данные у следствия появились благодаря нейросетям. О как! По версии искусственного интеллекта, маньяк не мог действовать в одиночку. Во-первых, детей то находили мертвыми, то их вообще не могли найти. Во-вторых, нейросеть считает, что маньяк целых 11 лет, но никак не мог действовать самостоятельно. Тут либо была специальная группировка, которая занималась похищением детей, то в определенные года действовал сначала один маньяк, а потом другой. Конечно, версию искусственного интеллекта можно взять во внимание, но больше всего я склоняюсь к версии сотрудника уголовного розыска Дмитрия Кирюхина, который заверял, что серия похищений детей в Тюмени – это дело рук одного маньяка. Эксперт также отмечал, что этот преступник, он, вероятно, человек с обычной внешностью, который ни у кого никогда не вызовет никаких подозрений. Если преступник женат, то самое главное его хобби – это рыбалка. Он говорит своей жене, что поехал на рыбалку, что не надо меня отвлекать звонками всякими, а сам едет на свои ужасные дела, либо же на дачу, где находятся похищенные дети. Я считаю, что маньяк очень умен, он до каждой мелочи продумает свое преступление, не оставляя за собой ни единой улики. А значит, он либо работает в правоохранительных органах, или уже отработал. С пропажи последнего ребенка прошло 15 лет. И вряд ли этот тюменский маньяк жив. А даже если жив, то он находится в пожилом возрасте и вряд ли живет в Тюмени. Может, переехал в совсем другой город. Ребята, что вы думаете по поводу тюменского маньяка? Пишите свои догадки и мнения в комментариях. А также не забывайте ставить лайки и делиться этим роликом со своими знакомыми и друзьями. А с вами был Дима Котов. До скорых встреч.